Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Hackman Games. Продолжаем прохождение Days Gone. На этом моменте мы закончили. Капрал, капитан здесь. Все сделали? Метку поставить не забудь. Да, сэр. Вы двое возвращайтесь к Даймонд Лейк. Берите, как его, Тейлора. Да, сэр. Вот. И ждите меня. Расчетное время 6. Не понял? Я буду в 6 часов. Пора бы начать разбираться. Виноват, сэр. Все, иди из глаз моих. Слушаюсь. Нашел чего? А сколько этот Васкес. у вас пробыл? Недели 2 или 3. Время не терял. Это что? У вас были проблемы с поставками? Ну, там, мародеры. Ну да. Понятно. Ну что, дальше пешком идем. А с чего это? С того, что Васки что-то мутит. Из байка след не возьмешь. Ясно. С чего начнем? Ну, следы искать нет смысла. Их уже снегом замело. Такс. Значит, сейчас зайдем в параметры. Тут, по-моему, все как было, так и есть. Да? На всякий случай уберем чуть-чуть. Вот. Идемте, надо заглянуть в эту хижину. Веди, я за тобой. Так, их всех истребили. Обыскать хижину. Значит, так. Так, стоп. Ага. Давненько не играли мы в игрульку. Да, потому что проходили игру про кота, то бишь Stray. Теперь надо добить Days Gone. За Сарой мы поехали именно вот в это племя, насколько я помню. Ну, племя, поселение. Так, ничего тут нету. Тут мало ли. Вот познакомился вот с этим вот чернокожим. Он типа главный. Он нам обещал помочь. А за это мы помогаем его поселению. Пригодится. Так, собачья игрушка. О, видеомагнитофон. Электричества только нет, не заведешь. Говорите, он украл пайки и боеприпасы? Да. Этот паёк наполовину съеденный. Судя по всему, ваши люди застали его врасплох. Байк стоит на месте. Значит, он ушел через черный ход. Кинематографический ракурс сделаем. Черный ход. Ну, он? Туда поехал, получается. Так, я забыл. Стоп, смотрите. Нашел чего? Ограда порезана. Да-да. Не ржавая. Недавно порезали. Да, идемте. Сюда. Там просто растения. Вон что-то какие-то
То ли следы, то ли еще чего. Эй, постойте-ка. Вот, смотрите. Следы? Да, нам повезло. Сюда. Ну, чуть мне говорит сюда, но Стоп, я погодите. не вижу. Нашел что-то? Да, гильзу. Новенькую. Он остановился и в кого-то выстрелил. Идемте сюда. Не один раз. Что такое? О, волчара. А ну, пошел отсюда! Что ты делаешь? Это вообще работает? Кричать на волка? Осторожно, их тут несколько! Вижу! Вот так. Беру. Вроде это Хорошо. последний. Похоже на то. Молодец. Конечно, молодец. Ага, мясо. Волчатина. Это нам пригодится. Очень пригодится. Оба-на, олень. Так, мне нужно его рассмотреть. Человеку вашему было маловато пайков. Попал четко в голову, наповал. Волки услышали выстрел. Им олень был нужнее, чем Васкису. Да, другие волки прибежали к нам с той стороны, с востока. Думаешь, они гнали Васкиса, а один охранял тушу? Вероятно. Пойдем проверим догадку. У вас тут много волков водится? Незараженных, в смысле? Патрули видят почти каждый день. В моем детстве в Орегоне волков не было. Койоты попадались, а волки нет. Их всех истребили скотоводы, фермеры и лесопромышленники. Но зато теперь они тут расплодились. Так, идем потихоньку. Она. Еще какой-то труп. Еще волк. Стоп, стоп, стоп. Что такое? Это рюкзак. Один из наших. Видимо, его почти догнали. И он бросил груз, чтобы бежать быстрее. Нет-нет, чтобы выиграть время. Упал на жопу, хотел отползти, но тут волк прыгнул. Васкес его завалил. 2 выстрела. Ты все это понял? Да. Так, подождите-ка. Там, по-моему, одну шкурочку я не линчевал. Ну ладно. Все, пошли. Все нормально. Пойдем потихоньку. Выследить дезертира. Их всех истребили. Стой, Опа, пригнись. да. Там фрики. Захоронение Неро. Нихера себе. На нашей карте не отмечено. Их тут повсюду полно. Ну, тогда можно догадаться, почему Васкес пошел сюда. Давайте обойдем. Читаешь мои мысли? Как обходить будем? Сен-Джон, сюда. Все, я здесь. Если честно, мне надоело убегать и прятаться от этих тварей. Ты когда-нибудь дрался с Роем? Да, было дело. Главное не стоять на месте. Слушай,
Слушай, если хочешь служить в ополчении, нужно думать только о задаче. А задача сейчас не фрики. Когда ты водище, убивать фриков приходится. Так уж мир устроен. Ладно, давайте отойдем подальше от этих могил. Погода холодная, фриков должно вылезти больше обычного. Но трупы они за милю чуют. Часть нашей стратегии — находить захоронения, раскапывать их и сжигать трупы. Ну, удачи вам с этим делом. Я таких могил видел сотни, причем только в этой части штата. Надо же с чего-то начинать. Ладно, куда дальше? Туда же, на восток. Впереди дорога. Подождите секунду. Оба-на, что-то нашли. Что-то нашли. Что скажешь? Кто-то еще его ищет? Да вроде нет. Ну, либо он уже труп, либо у него много друзей. Видите следы от колес? Тут проехали байки. Много байков. Ладно, пошли. По следам этим. Так, а в машину залезть не не надо? вылезает в холодную погоду? Да, они это любят. Холод, снег, дождь. Даже просто тучи. Ну, я уже понял, ты фриков знаешь. Доберемся до штаба, и я сведу тебя кое с кем. С кем? Полковник расскажет, если примет тебя. Да, вы это уже говорили. Слушай, он кого попало не берет. Просто не хочу зря обнадеживать. За меня не переживайте. Диктофон Мне по мэра. большому счету все равно. Так, секундочку. Материалы. Бинт. Бомба с датчиком приближения. Ну да, когда научусь вот эту вот всю херню делать, тогда можно будет с Роем подраться. Ты идешь? А то смоешься, испугаешься. Что я тут один делать буду? Эй, стойте. Так. Слышите? Да, это со стороны лесного поселка. Он есть на карте? Да, Значит, и у Васкиса он отмечен. пошли. Если показалось, что Васкис там, что бы ты сделал? Ну, он не один. Это видно по следам. Да, какое у вас наказание за самоволку? Казнь через повешение. Ой-ой-ой. Это значит, что Васкис без боя не сдастся. Ого. Так, отметили. Что дальше-то? Узнаете своего? Да, вон он. Ну что могу сказать, как-то вы фигово новобранцев проверяете. Он тут явно как дома. Подождем здесь. Вызову подмогу. Убери от меня свои лапы! Ого, дерзкая попалась. Ишь ты какая. Это мы посмотрим. Да ну нахрен. Что? Да как-то не могу смотреть, как издеваются над безоружной бабой. Я дал тебе приказ. Приказ? А что, на мне красная повестка? Вы мне пока не командир. Сидите тут, если хотите. Действительно, мы их сейчас всех перевалим. Так, а они походу... Один. Второй.
тебе идут. Спасибо, вижу. Думаешь, твоя возьмет? Так. Ух ты. Так, да? Иду, прикройте! Отлично. Вот что не люблю, когда сзади обходит. Блин, до хера патронов на тебя потратил. Стерилизатор нет места. Там все ходы закрыты. Не открывается. Здорово. Ой-ой. Давай, давай! Иди отсюда. И ты иди отсюда. Черт возьми. Ты какой-то хер там прячется. Снайперов нет больше. Потратить один патрон. 2 патрона. Так, еще 4. Вон он идет. Ой, блин, ты что меня пугаешь? Неужели? Так. Что случилось-то я? Найду тебе применение. Так, стоп, труп трупами. А, мне патроны нужны. Так, а что у меня с мышкой случилось? Вот так. Черт. Секундочку. Волосок в мышке застрял. Из-за этого она работать отказывается. О, отлично. Что случилось-то? Тыкни в меня ножом, чтоб кочерышкой своей ушлепан. Нет. Это что-то еще. Какой-то глюк с управлением. Я ничего поменять не могу. Или это я вид переключил, или что? Прямо перед тобой.
Так, стоп. Значение клавиш. Может, какой-нибудь фоторежим включенный. Фиксация фокуса. Что это вообще такое? Куда он делся? Не, ну это не смешно. Кажется, он был здесь. Не, ну если бы что-то... Блин. То ли заглючил, что ли, что-то. Блин, я так ничего не сделаю. Вот в чем вопрос. Если только вручную завалить, пойти. Пошли попробуем вручную завалить. Хрен с ними. Что-то движется. К тебе. Все назад! Думаешь, мы тебя вижу. отпустим? Какого черта ты творишь? Так. Где? Это последний? Похоже, что да. Неплохо. Ну, разберемся с вашим бойцом. Так, неплохо-то неплохо. Больше не мой боец. Уже нет. Так. Мне б теперь сохраниться. Сохранить игру. Давайте сохранимся, перезагрузим. Запись пока тормознем. Так, продолжаем. Куда нам тут идти? Ну, давай-ка трупы пока обыщем. Ну, как удачно мы его свалили. Башка горит. Так, магнитик. Забрали. Так, Это покоробуйте чё? пока здесь. А то вдруг еще кто-то остался. Один справишься? Он и пикнуть не успеет. Да, точно. Здесь можно пробраться. Ух ты. Эй, не-не-не, тихо, не психуй, я не трону, я хочу помочь. Иди-ка ты нахер, помощник. Ладно. Я в сторонку отойду.
Нихера себе нам приложила. Не подходи ко мне! Спокойно, женщина. Мы не с ними. Да мне похеру, с кем вы? Ладно. Ладно. Это что сейчас было? Да вот, хулиганы девушку обидели. Васкис. Мертв. Мертвее некуда. Капитан Коури, прием! Говорит Коури. Мы прибыли, направляемся к главным воротам. Оставайтесь на месте. Ждите нас. А как же противник и... Они все нейтрализованы. Оставайтесь на месте. Конец связи. Пошли. Да мы идем. Мы тут подогнали мотоциклы. Ну, чтобы вам пешком не идти. Свободен, капрал. Ну, что скажете? Я прошел? В смысле? Ну, вы же меня типа проверяете весь день. Вот и спрашиваю, как я? Прошел? Да ну, какие уж там у нас проверки. Сам видишь. Мы так гребем к себе всех подряд. Да. Да. Ты прошел. Ну? Едем к полковнику? Да, поехали. Почему бы и нет? Опять дорога. Да где ты служил, Сен-Джон? Да всей заварухи. Ты знаешь, как выглядит паёк, знаешь, как проводить разведку, знаешь, что такое тактическое перемещение. Так в каких войсках ты служил? Во флоте? В армии? Я стараюсь не афишировать. А то ведь в первый год народ так и стремился укокошить всех, кто раньше носил форму. В армии я был в 10-м горном. Отслужил полный срок в Афганистане. Ну а вы где? Военного всегда можно узнать по выправке. Ни у кого из ваших бойцов ее нет, только у вас. Говорю же, зоркий глаз. Я служил в ВВС 10 лет в составе САК. В Орегоне же нет ракетных шахт. Я был в отпуске, представь себе. Повезло. Пока связь не пропала, я каждый час получал донесения со всей страны. Думаешь, нам тут сильно досталось? Восток от Миссисипи фрики разнесли за 2 дня. Подожди, я тебе кое-что покажу. Что ты мне тут покажешь? Бывал в этих местах? Да, я жил чуть к северу отсюда. Городок Фервелл, знаете? Нет. Захолустье в ожидании конца света? Ну да, типа того. Значит, ты здесь бывал. Да, бывал. Несколько лет назад. Заезжали сюда с женой. В медовый месяц, в общем. Фото есть? Ну, жены твоей. Мою звали Кэрри. 12 лет прожили. В общем, давно это все было. А Дикон не показал, наверное. Ну, потом покажет. А, нет, вспоминания. По-моему, это значит, вход воспрещен. А? А, не-не, это нас не касается. Потому что мы не умеем читать? Потому что нам плевать на закон. Говори за себя. После вас. Ладно. Знаешь, делать свою даму соучастницей — это как-то не камильфо. Что? Ну, это по-французски. Ну да. Опять купилась. Извини, пожалуйста. Господи, ты бы видела сейчас свое лицо. Ха-ха, смешно, наверное. Да, будь у меня мобильник, я бы тебя сфоткал. В кои-то веки я рада, что его у тебя нет. Ну ладно, не начинай опять. А я-то что, сам об этом заговорил? А ты продолжила.
Так куда мы идем? Иди по тропе, это недалеко, правда. Видела бы мама, как я гуляю неизвестно где среди ночи в компании мутного байкера. Вот что бы она мне сказала. Не знаю, может, там холодно, надень свитер. Остряк. Ничего бы она не сказала. Ты ведь вроде не хотела им про меня говорить. Да ладно тебе, это было давно, а ты мне до сих пор вспоминаешь. Да нет, нет, я же тебе ничего не предъявляю. Я вот своему старику тоже не сказал. Это потому, что твой отец умер. Ну да, и это тоже. Гораздо интереснее, сказал ли ты своим ребятам, что встречаешься с правильной девочкой из Сиэтла, а не с тёлкой из того стрип-клуба, в котором вы живете. Так, секундочку. Во-первых, мы не живем в стрип-клубе. То есть, у нас там пожизненное членство, это правда, но мы там не живем. А во-вторых, я сказал им, да, представь себе. Ты что, правда? Ну да. А чего ты удивляешься? Твоя ученая степень всех очень заводит. О, да, верю. Ты в курсе, что мне давно спать пора? Я в курсе. Все, серьезно. Пошли назад. Мне правда завтра рано вставать. Да? И как там на работе? Ты же мне ничего не рассказываешь? Да просто этот проект... Ой, к нам должны прилететь менеджеры из Нью-Йорка, будут нас курировать. А еще у нас строят новую лабораторию, но даже не объяснили мне, для чего она, и план не показывают. О, я-то думал, ты не хочешь об этом говорить. Извини, просто... Да ладно, это ерунда. И вообще, спасибо, что помог мне от всего отвлечься. Да, нет проблем. Извини, пожалуйста. Господи, ты бы видела сейчас свое лицо. Ха-ха, смешно, наверное. Да, будь у меня мобильник, я бы тебя сфоткал. В кои-то веки я рада, что его у тебя нет. Ну ладно, не начинай опять. А я-то что, сам об этом заговорил? А ты Блин. продолжила. И как там на работе? Ты же мне ничего не рассказываешь? Да просто этот проект... Ой, к нам должны прилететь менеджеры из Нью-Йорка, будут нас курировать. А еще у нас строят новую лабораторию, но даже не объяснили мне, для чего она, и план не показывают. О, я-то думал, ты не хочешь об этом говорить. Извини, просто... Да ладно, это ерунда. И вообще, спасибо, что помог мне от всего отвлечься. Да, нет проблем. Стоп, это та самая конопляная ферма? Ее ты хотел мне показать? Чего? Ну, вот это кусты конопли, а это растительная система, значит, это конопляная ферма. А, да. Ты смотри-ка, и правда. Кто-то коноплю Ты выращивает. приволок меня Ай-яй-яй. посреди ночи, не пойми куда, чтобы показать вот эти ваши грядки незаконные. А, ну да, раскусила. Я надеялся, ты посмотришь, дашь нам пару советов, ну, по выращиванию. Обратишь свои знания в полезное русло. Господи, ты совсем... Я поняла. Ты на самом деле не это хотел мне показать, да? А, нет, конечно. Иди по тропе, мы уже почти на месте. Ох, опять ты меня подловил. Жизнь меня ничему не учит. Не-а. Обалдеть. Посмотри, так красиво в лунном свете. Мы уже почти пришли. А вот что было бы, если бы повсюду погасли огни, все разом, и люди смогли бы увидеть мир вот таким, как есть? В каком смысле? Мрачным, тусклым и гнетущим?
Я про Луну, про дикие цветы, про светлячков. А, ясно, ты опять прикалываешься. Ты ничего не воспринимаешь всерьез. Ой, я всегда совершенно серьезен. Хо-хо, ну да. Правда. Нет, неправда. Помнишь, я предложила перевести кое-что из моих вещей к тебе? А ты сделал вид, что это шутка такая. Не так все было. Я сделал вид, что не расслышал. Это большая разница. Видел бы ты свое лицо. Вот у меня есть мобильник, и я тебя зафоткала. Показать? Слушай, ты же ученый. Давай вести себя рационально. Во-первых, я просто предложила подумать насчет того, чтобы жить вместе. Мы бы чаще виделись, и вообще это логичный шаг. Что тут нерационального? У тебя дома моя зубная щетка. О, извини, действительно ты прав. Ты ценишь наши отношения. Ну а то. Ты знаешь, сколько стоит хорошая щетка? Вот видишь, опять ты за свое. Любой разговор про наше будущее ты обращаешь в шутку. Ладно, слушай. Нам правда надо это обсудить. Мы обязательно обсудим, но просто подожди секунду. Я хочу тебе кое-что показать. Ладно? Видишь? Вот зачем я тебя сюда позвал. Красиво. Обалдеть, как красиво. Тебе нравится? Конечно, да. Я тут тебя спросить хотел. Да? Опа-на. Дикон, Ты бы... что я? Ну, короче... Ты согласна? На двух условиях. Говори. Во-первых, никакой байкерской свадьбы, где ты клянешься залезать на меня так же часто, как на свой мод. Как я могу такое обещать? Ну хватит. А еще, во-вторых, обещай, что никогда меня не оставишь. Идет. Неужели ты мне клубный перстень на палец Ну надел? да, что? Вот взял и надел. Какой милый. Клыкастенький такой. Грызет свою цепочечку. Символ истинной любви — это Собачий собачий череп. череп. А что здесь написано? А кто из нас тут учил латынь? Ну что? Ну, это... Morior Invictus. Смерть прежде поражения. А, мне это нравится. Но ты ведь потом настоящее кольцо подаришь? То есть это, конечно, красивое, Это ведь но просто... все-таки мой перстень. Ну да, Его надо он будет твой. Мне бы вернуть. что-то попроще. Можно без клыков. Ладно. Хорошо. А, черт, извини. Да ладно, ничего. Работа, надо ответить. Давай. Алло? Да. Нет, ничего, я приеду. Все, давай. Все нормально? Не знаю, просит приехать. Что, Вставай. сейчас приехать? Вот прямо сейчас, среди ночи? Прости, очень надо. С меня причитается, ладно? Ладно, Идем. иду. Ай-яй-яй. Мою жену звали Бет, Угу. и фотки не осталось. Идем. Не стал сообщать истинную причину. Ну да, мудро. Пока что мудро. 96% я помню. Типичный случай. Не понял, вы о чем? Ну, нет фотографий, ни жены, ни родных. И почему типичный? Раньше все пользовались смартфонами. Там хранились все фотографии. Как телефоны накрылись и облако накрылось, все снимки пропали. Да, я как-то об этом не задумывался. У моей жены Кэрри отец был фотограф. Старой школы. Лаборатория, растворы, все дела. Не хотел принимать цифровую эпоху. Если бы не он, и у меня бы снимков не было. Я их терпеть не мог. В смысле мобильники. Все ходили, уткнувшись в них носом, и ничего не видели перед собой. У меня мобилы не было. Интересно, и как ты обходился?
У меня была своя мастерская, а в ней последний стационарный телефон в Фервеле, наверное. В другой лагерь привез. А вы, смотрю, серьезно подошли к делу. Полковник считает, что мотивация и дисциплина – это ключ к успеху. Давай, ноги переставляй. Быстрее, я просто не могу. Ну, топай! Вот такая мотивация, да? На юге острова трудовой лагерь для тех, кто не годен к службе. Некоторых требуется стимулировать. Ну да. Идем, за мной. Есть. Поднимись вон туда. Удачи, Сен-Джон. Что и ты попался, а? Неудачник. Здорово. Снова встретились. Сен-Джон, да? Сын проповедника. Тейлор, какой нахрен проповедник? Чё ты заладил? Да шучу я, чувак. Бабу ты нашел? Что? Ну, бабу ту, про которую тогда спрашивал. Нет. Снимаем побрякушки, часы и все такое. Кладите Чего? сюда. Ладно, чё, спорить буду. Сейчас разбежался. Новобранцам вещей не положено. Тем более их все равно сопрут. Давай, выкладывай. Ага, сопрет, конечно. Нашел лохов. Смирно! Бойцы вольно. Мы не рады случайным людям. Вы приняты по приглашению. Завербованы моими соратниками. Когда будете отвечать, первым делом представьтесь, начиная с фамилии. Да я тут так затесалась. Имя. Черт. Эткинс. Кристал. Сэр. Сколько человек ты убила? До или после? Отвечай на вопрос. Пошел ты! Все мы здесь совершали вещи постыдные, чтобы выжить, уцелеть. Всевышний это понимает. Всевышний прощает. Но у этой женщины на лице лежат печати сатаны. Тюремные татуировки. Свидетельство того, кем ты была и кем осталась. Именно такие, как она, своими подлыми деяниями навлекли на все человечество праведный гнев Господа. В трудовой лагерь ее. Что? Пошел ты! Пошли вы Давай, все! красавица, Убери лапы, пойдем. баран, ты тупорылый! Отвали! Шевелись. Тебя! Ну а ты? Тейлор, Уэйт. И нет, сэр. Я не сидел в тюрьме, никого не убивал, ничего такого. Ты долго пробыл в водище. Ну, я умею стрелять. Меня папа в детстве брал на охоту. Рядом с Кламат-Фоллс. Мы там... Ну а ты, сынок, стрелять умеешь? Сен-Джон, Дикон. Да, я умею стрелять. На мат, как вижу. Покажи правую руку. 10-й горный. Ирак. Афганистан. Служил с честью, только не ври. Я пойму. Один срок служил с честью и ненавидел каждую минуту. 9-я заповедь. Молодец. Подними правую руку.
Клянешься ли ты поддерживать и защищать новую конституцию новых Соединенных Штатов от всех врагов, естественных и противоестественных, всеми силами помогать своим товарищам и беспрекословно выполнять все приказы? Боец, клянешься ли ты? Клянусь. Разойдись. Пойдем, сынок. Капитан Коури теперь нечасто приводит рекрутов. Видимо, его впечатлили... Пройти с полковником Гартом. Я много времени провел в водище. С фриками обходиться умеешь? Да, сэр. Я знаю столько же, сколько все, сэр. Славно, славно. Заходи, пусть док тебя осмотрит. Док. Сейчас теперь там Сара. Вид сейчас не подаст, да и все. Пульс хороший, Не, сердце сильное. Тут нехилый ожог. Как это вышло? Да я тут оладьи жарил. Оладьи, говоришь. Кто перевязывал? Я сам. Настамаль. Неплохо. Спасибо. Рука нужна, повязку не снимай. Усек, Амиго? Да, я понял. Через пару дней пусть зайдет на осмотр. Ладно. Ну, док, К службе годен. Лоровьян. Задачку поручить можно? нет, док. Я Тьена Новия. Он уже занят. Я понял. К ведьме пойдет. Вайкон Диос. Удачи, Амиго. Идем, сынок. Я не терплю нарушения субординации, когда офицера называют ведьмой, но в редких случаях для таких эксцентричных натур делаю исключение. Да, сэр. пройти с Я полковником делаю Гартом. исключение, потому что всем, кто еще жив, уготована своя роль. Ты веришь в Бога, Сент-Джон? Я на эту тему не задумывался, сэр. Самое время задуматься. Мы часть его замысла. Все мы. И моя роль. Вот это. Сэр? Это место. Мне было видение. Не такое, конечно, как описано в Ветхом Завете. Никаких огненных колесниц или горящих кустов. Просто я проснулся однажды утром до того, как на мир обрушилась Божья кара, и понял, это то самое место. Крейтер Лейк? Уизард Айленд? Я называю его ковчегом. Тебе знакомо предание о Ное? Да, то есть, да, сэр. Ну, про него же все слышали. Все ли? Ты удивишься, как мало людей читали Библию или книгу Откровения. Вы имеете в виду книгу Бытия? Про Ноя было в книге Бытия, сэр. Да, конечно. Надо привести тебя в соответствующий вид. Как скажете. Но нормальной формы у нас, конечно, нет, как это не печально. Сейчас что-нибудь... О! Вот. Ну-ка, примерь. Вроде как раз. А это сдай. Если не возражаете, это подарок от старого друга. Старого друга? Друзья теперь мало у кого остались. Это уж точно. Ладно, боец, но только спрячь и не носи. Ты теперь из наших. Вообще-то новобранцы у нас начинают службу рядовыми, но раз капитан Коури отрекомендовал тебя как человека опытного, мы тебя повышаем сразу до капрала. Спасибо. Поздравляю тебя, сынок. Спасибо, сэр. Капрал Сент-Джон. Ну, подыщем тебе работу. Так вот, о чем я говорю? Вы рассказывали про ковчег, сэр. Да, ковчег. То, что ты сейчас видишь, лишь малая часть его.
У нас за спиной целая сеть пещер и тоннелей, которые тянутся до самой вершины. Когда мы закончим, они будут заполнены тысячами семян, растений, компьютерных файлов и книг. Даже если мир умрет, наши достижения в медицине, науке и технологии не умрут вместе с ним. Нет, сэр. Но этот остров не просто ковчег, капрал. Это твердыня, это крепость. Здесь, у северных ворот, мы складируем боеприпасы, чтобы начать наступление на фриков. У нас есть винтовки, гранаты, пулеметы, гранатометы. Есть оборудование, чтобы делать боеприпасы всех типов и всех калибров. О, это классно. Это инженерно-механическая часть. Если тебе нужно починить мотоцикл, обратись к дежурному. Ну, это понятно. И как видишь, за счет того, что осталось от Национальной гвардии, мы строим свой парк грузовиков и других машин. После того, как мы расчистим магистрали, мы начнем заново отстраивать дороги и мосты. Ваша выжигательная стратегия работает против фриков и шакалов, но на шоссе она вам не поможет. Не остановит орды, сэр. Мы в курсе, капрал. Орды, да, орды — это проблемы совершенно иного уровня. Но у нас есть замысел. Замысел? Как сказал Бенджамин Франклин, проваливая подготовку, вы готовитесь к провалу. Мы не допустим провала. Что-то мне не нравится, куда он ведет. Костяк армии живет здесь, у ворот, и они готовы выступить по моему приказу. Эти палатки вместили сотни мужчин и женщин, таких как ты, тех, кто клянется посвятить свою жизнь борьбе. Но тебе я хочу дать особое поручение. Чтобы выполнить его, нужно нечто большее, нежели умение выживать и пользоваться оружием. Ты готов, Мы уже сынок? стоим. Да, сэр. Сделаю, что прикажете. Что с тобой такое? Ты спрашивал, как мы победим Орду. Я тебе покажу. Уйди с дороги. Вау! Ни хрена! Черт! Вы как, лейтенант? Здрасте, полковник. Я извиняюсь. Многовато ацетона бухнул. Лейтенант Уивер — инженер-химик. Его задача у нас Взрывать все нах! делать оружие. Ну да. Типа того. Петр Гланц. Я Уивер. Джеймс. Сент-Джон, Дикон. Армейская хрень у нас для показухи. Правда же? Капрал Сент-Джон под командованием Коури. Если вам что-то нужно водище, обращайтесь к нему. Еще как нужно. Сейчас дам ему список. Над чем работаете? Над загустителями смеси нафтеновой и пальмитиновой кислот. Вы делаете напалм? Да? Да! Чувак рубит в химии. Да просто догадался. Я не мешаю? Да нет. Полковник. Уже почти получилось. Почти. Хорошо. Да. Очень хорошо. Куда вы дальше? К ведьме нашей. Вы свободны, лейтенант. И еще раз прошу прощения за эксцентричность некоторых моих офицеров. Не стоит, сэр. Осталось зайти еще в одно место. Я верю в проект лейтенанта Уивера, но то, что ты сейчас увидишь, может стать нашим ключом к победе. Угу. Заходи. Ну где там Сарта? Должна же она где-то Это тут что быть. такое? Мэм, вот все, что было указано в заявке. А Это вот она. кондиционер для белья? Нет, мэм. Ну-ка, прочитай. Вот она. Ингредиенты. Хлор, хлороформ и терпин. Пошел вон. Черт. Пошел вон. Мэтт, ну что мне делать? Самой, что ли, за сырьем ходить? Вопрос решен. Лейтенант Уитакер — это капрал Сент-Джон. Он из подразделения Коури. Сумеет достать вам, что прикажете. Прочитай. Что? Прочитай.
Ты как, читать-то умеешь? Ингредиенты: хлороформ, атерпениол, бензиловый спирт, этилоцетан. Пойдет. Когда он может начать? Но, да хоть сейчас. Не буду вас отвлекать. Оставь нас. Сара, Встать смирно. Сара, я... Нет. Нет, ты погиб. Ты погиб. Ты не можешь быть жив. Погиб. Успокойся. Ты погиб. Все хорошо. Стой, стой. Подожди, я не понимаю, я не смогу Думал, тебя ты не найти. выжила, и я... Нет, они Мы прорвались с и... Бухарем... Нам пришлось Мы- уйти на юг. В Да, Нерос Неро. сказали, никто Нет, не я выбрался. нашел О'Брайена и Кевилл был нашел окружен. Они путь сказали, через там гору. все погибли. И я думал, что Я думала, что больше тебя не увижу. Нет, я не могу. Послушай, Не мы могу. можем уехать прямо сейчас, куда захотим, Нет. без оглядки, давай. Постой. Нет, Дикон. Я не могу. Они... Тебя силой здесь держат? Нет, ты не понимаешь. Война же идет. Разве не видишь? И мы можем в ней победить. Я не воевать сюда пришел. Здесь я нужна. Я могу принести пользу. Я же не могу так уехать. Мое место здесь. И ты можешь остаться здесь, со мной, помочь мне. А потом все, что скажешь, мы поедем куда ты захочешь. Полковник вызывает. Слушаюсь, мэм. Да. 1 минуту. Возьмите список. Спасибо, боец. Ну. О, задание выполнено 100%. Мы можем победить. Wizard Island это называется. Разобраться с прошлым. Так, что-то еще никогда не сдаюсь. Закон беспорядок, хороший солдат. Офицер-джентльмен взрывать не следует. Новый рецепт. Все, что есть. Лекарственная микстура. Так, ну что, остальное до следующего раза. Где мой мотоцикл? Капрал Сент-Джон вызывает лейтенанта Уивера. Сент-Джон вызывает штаб. Уивер на связи. Что тебе нужно, Капрал? А в заявке указана ртуть. Есть идеи, где ее можно достать? Да, конечно. Надо было там же тебе и написать. Ее добывает из Иди-ка ты отсюда! Отряд Коури обнаружил шахту к северу от Даймонд Лейк. Поезжай туда и на месте выходи на связь. Есть, сэр. И строго между нами. Если полковник не слышит, давай без вот этого вот «есть, сэр», «нет, сэр». Я не старик. Угу. Окей. Сохраняемся. Так, ну чё, ребятки, на сегодня все. Это было прохождение Days Gone или Жизнь после. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И до будущих стримов. Всем пока.